Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать украшение вот с таким кулоном. Кулон-подвеска. Здесь есть отверстие, в которое я могла бы подвесить бейлик, прикрепить и сделать просто подвеску из него, из этого камня. Мне очень понравился цвет красивый. Я подобрала к нему много бусин различной формы. И у меня возникла идея обшить этот камень бисером. Как-то, думаю, скучновато просто его подвесить. Для меня скучновато будет. Хотя он такой большой, массивный. Сильно обшивать я его не хочу. Украшать 5,5 на 3,5. Достаточно такой массивный. Просто обшить бисером красиво и украсить красиво, бейл сделать. Я так думаю. Сначала бейл думала такой поставить. Ну, он простенький, да? Хочется что-то интересное. И всегда на помощь приходят вот такие красивые филиграни. Вот такого она у меня размера, тоже крупненькая. Здесь много отверстий. Ну и я планирую прикрепить такую филигрань. И будет она у меня служить как бейлом, наверное. Это в моих планах. Вот я ее согнула. Видно, да? Легко сгибается, так как она тоненькая. И я вот так ее согнула. Здесь есть отверстие, как я показала. И можно будет прикрепить и сделать вот такой бейл. Так как у меня бусин подобралось очень много, разные формы. Хорошо подходят к цвету кулона. Мне кажется, это один и тот же материал. Очень похожи по структуре эти бусинки. И посмотрите, они какие красивые, с вкраплением черного цвета здесь есть такие бусинки. Вот. И я думаю, наверное, с черным камнем совместить. Есть у меня вот такой камень матовый, посмотрите. Хорошо подойдет, я думаю. Желтый с черным. Будет красиво смотреться. А здесь уже много темных, таких мало желтеньких, однотонных. Я думала сделать двухрядное украшение. Есть у меня еще вот такие каменные бусинки. Очень хорошо по цвету подходят. И, может быть, обшить. Сначала бисером я обошью, а потом, может быть, вот этот камень пришить. И я думаю, достаточно. Много не надо обшивать, так как он крупный и будет еще больше. Ну и в моих планах сначала сделать кулон. Я буду показывать вам, как я буду делать кулончик. Я сначала думала просто прикрепить. Стрекозка у меня есть такая. На бейлик прикрепить, и чтобы сверху была стрекоза. Можно и так сделать. Конечно, можно оставить его и так. Ну, мне что-то вот хочется его украсить как-то. Поэтому я выбрала черный цвет фетра и буду, наверное, на черном вышивать. Я так думаю. Есть у меня и желтого цвета фетр, но я как-то вот, наверное, все-таки думаю, что на черном будет лучше. Так, бисер я подготовила вот такого цвета, черный, конечно, и нашла вот такой горчичного цвета бисерок. Это китайский бисер. Недавно я получила. И как раз он мне подходит хорошо. Прям удачно я выбрала цвет. Если честно, я его не подбирала к камню. Просто я набрала много разных цветов. И он хорошо подошел к моему кулону, этот цвет. И буду я, наверное, сейчас вышивать черный и этот цвет. Сначала приклею. Жалко его, конечно, клеить. Но клей можно взять вот такой клей. Он прозрачный. Вдруг бывают такие моменты, когда надоест кулон, если его разобрать потом, здесь останется клей у нас. Ну, а вот этот клей, он хорошо отходит от камня. И не видно потом будет
на камне. Но это на всякий случай, вдруг захочется этот камень достать из вышивки и просто подвесить. Ну, начну я, наверное, сначала с вышивки. Сейчас я все это уберу и будем вместе вышивать. Вот я намазала немножко клея. Нам главное закрепить кулон, камень, чтобы он не двигался, когда обшиваем. Ну, так я разделила пополам, чтобы были какие-то меточки хотя бы. Может быть, они мне пригодятся. Немножко клея, и он будет держаться. И потом просто, когда придерживаем пальчиком, он не будет двигаться. Он такой толстенький, так что мне здесь придется несколько рядов вплетать бисер. Ниточку я беру, как всегда, свою любимую. Уже давно я ей пользуюсь. Вот таким 12 ЛБ номер. И вот такой цвет нейтральный. Он подходит ко многим цветам, и его не видно, этот цвет ниточки. Так, и иголка, которая для вышивки. И всегда я наискосок иголку вставляю наискосок. Не делаем вот так, например, а вот чтобы заходила под камень. Потом, когда обрезаем, чтобы ниточка не попала под ножницы и не обрезалась. Здесь я буду, наверное, набирать через одну. Набирать буду бисер. Светлая, темная, светлая, темная. Набираем и... Да, и черного бисера не видно. Вообще на черном. И между бисеринками я выхожу и вхожу в светлую. Да, не видно будет вообще вам. Вот так я набираю. И вшиваю по 2 бисеринки. И сейчас мне надо обойти это по кругу сделать. Многие знают, как это делается. Я просто покажу, как я начала это делать. И, конечно, я обошью, потом вернусь к вам. Покажу, что у меня получается. Буду процесс вам показывать. И вывожу между бисеринками, которые набрала. И вхожу в последнюю. Цвет хорошо подходит. Конечно, этот бисер китайский, который я накупила, есть здесь и бракованные попадаются. Но в основном бисер мне нравится. Отверстие у него крупное. И бисер тоже отличается по качеству. Есть бисер стеклянный, но и есть пластмассовый. Как я поняла, я думаю, что это пластмассовый, потому что я, когда плела серьги, бисер 2 миллиметра был, в несколько раз я в него проходила, и у меня одна бисеринка прям на глазах раскололась. И я посмотрела, что она тоненькая пластмасска. Это было не стекло. Стекло трескается, а это прям, можно сказать, пластмассовое. Распалась на 2 части бисеринка. Но надо выбирать. Конечно, методом тыка. Пришли, попробовали. Когда пришел бисер, попробовала я. Ну и, конечно, больше такой я не закажу. Ну а вот этот бисер мне понравился. И черный. Магазинов очень много на китайском сайте Алиэкспресс. Разнообразие большое. И, конечно, можно подобрать там и цены разные. Есть и дорогой бисер, и дешевый, и цвета, конечно, выбор большой цветов. А вот чтобы мне не мешалось, уголки вот эти мешаются. Я забыла их обрезать. Ниточка цепляется. Сделать немножко полукругом, чтобы не так цеплялась. Ну вот, я теперь обошью это все по кругу и покажу. И когда уже заканчиваем пришивать бисер, нам надо обязательно, чтобы также улеглись 2 бисеринки последние по 2 цвета. Бывает, просится только одна, но надо как-то это рассчитать обязательно.
и уложить именно четное количество. Теперь я хочу пройти один раз вокруг внутри бисера, продеваю ниточку и вокруг пройду еще разочек, чтобы как-то закрепить, чтобы держалось покрепче. Вот так у меня получилось красиво, аккуратненько. И теперь я буду вшивать второй ряд. Сейчас обойду. Ну вот, выхожу я из черной бисеринки, беру черную и вхожу в черную. Буду теперь черный бисер проставлять, наверное. Называется мозаичное плетение. Попробую сделать так. Вот такая красота у меня получилась. Посмотрите, как здорово, да, смотрится? Черный, желтый, контраст такой. Здорово. Теперь я хочу уже закрыть и поставить 15-й бисерок. И это отверстие мне пригодится. Я его не хочу закрывать, так как потом уже вместе с кожей, когда я обошью бисером и закрою кожей сзади, мне эта дырочка пригодится. Я буду в нее крепить бейл через это отверстие. Так что теперь я ставлю бисер 15 и закрываю уже плетение. Вот такой бисер я тоже покупала на Алиэкспрессе. Это, по-моему, 1,5 миллиметра, но он как 15 номер. Очень-очень мелкий, и бывает в иголочку у меня не проходит бисер. Некоторые бисеринки очень мелкие. А вот медного цвета бисер, я покупала 2 разных цвета, здесь отверстие побольше и проходит почему-то всегда игла. А здесь отверстие меньше, не знаю почему так. Очень жаль. И поэтому я меняю иглу. Вот эту иглу убираю. У меня есть вот такая игла. В нее проходят все бисеринки. Она тоненькая, и проходят бисеринки эти маленькие. Ей вышивать, конечно, через кожу нельзя такой иглой этой, а вот плести бисер очень даже хорошо будет. И вот я набираю бисер и буду проводить между черным цветом. Угу. Все равно вот где 2 ниточки идут, плохо проходит этот бисер. Не знаю, почему такое отверстие здесь мелкое, именно под бронзу. Под медь я уже использовала бисер. Все отверстия хорошие, крупные, и игла проходит. Вот так получается, посмотрите. Его практически не видно, так как фурнитура у меня будет под бронзу. И он дает такой блеск бронзовый. И я думаю, будет красиво смотреться. Вот сейчас я это обошью. И потом уже, наверное, бусинками я попробую обшить. Все, закрыла я последний ряд, затянула бисером 15-м. И посмотрите, как здорово смотрится. Теперь у меня в планах хотела я обшить вот этими бусинками. Но, на мой взгляд, кулон увеличивается еще больше. Мне не очень хочется, чтобы он был большой, потому что бусины не такие большие. Хотя у меня есть бусины еще и вот такие крупные, 12 размер бусин. Я хотела в 2 ряда поставить бусинки, перемешать, сделать красивый наборчик. И я не очень хотела, чтобы увеличивался объемом кулон. Мне кажется, он будет огромный. Хотя вот
Это ж надо смотреть, когда он будет в готовом виде, когда уже и обошьется, и еще добавится бисер после обшивки. Вот я думаю, если поставить здесь сверху, где будет бейл у меня, а здесь просто бисером обшить, я думаю, вот такого цвета у меня есть бисер. Вот покупала одинаковый бисер, только в двух разных магазинах. И немного цвет отличается. Видно, это более такой золотой, это под бронзу, я думаю. И если я здесь немножко поставлю этих желтеньких, а здесь сделаю рядок таким бисером, и все, и обрежу. Все, и обошью потом бисером вместе с кожей. Кожа у меня желтого цвета, хорошо подходит. Теперь я, наверное, отмечу линеечку ровненько, вот где я начну пришивать бусины желтые, чтобы одинаково было с двух сторон. Вот примерно вот так. Здесь я уже пришью бусинки. Вот так у меня сзади. Вывожу иголочку. И у меня есть бусинки. Не буду нить начинать. У меня остались бусинки с предыдущего украшения. Я сейчас попробую нанизать вот несколько бусин. Не по 2 пришивать, а несколько. И потом их уже закрепить, чтобы не через каждую бусинку. Хочу попробовать так сделать. Надо хорошо натянуть нить, приложить и протыкать иголочку. Потом между бусинками вывести и провести еще разок. Вот так. Потом я еще раз пройдусь. Вот несколько бусин сразу набираю, чтобы не одну-две пришивать. 5 набрала, 5 бусин. И неплохо смотрится, да? Держим пальчиком и проводим иголочку. Теперь где-нибудь посерединке вывожу. И опять в эти же бусинки. Ну и сейчас я наберу до меточки, пришью бусинки и вернусь. Теперь я хочу пройтись еще разочек в бусинке, закрепить. И теперь я закреплю между бусинками. Можно через одну, чтобы они не болтались. Просто выхожу и в ту же ниточку закрепляю. И тем самым будут они стоять попрочнее, не будут двигаться. Вот так уже стоят крепко. И теперь я бисером обошью по кругу. Вот этим золотым бисером обошью. Начала обшивать, мне не понравилось, как они смотрятся, этот бисер. Абсолютно некрасиво. Я нашла вот такие бусинки бронзовые. И хорошо подходит по цвету. Я думаю, может быть, и их пропустить. Черные, они потеряются здесь. Можно было и черные пришить. Но мне кажется, будет не очень красиво. Пришью я, наверное, вот эти бронзовые. И потом уже покажу вам. Обшила я этими бусинками. Мне очень понравилось. Смотрятся они хорошо. И немножко уменьшают в объеме кулончик, на мой взгляд. Теперь мне нужно обрезать фетр ровненько. И приклею кожу.
Я близко пока не буду обрезать. Лучше я потом зажигалочкой обпалю ровно. У меня ножницы для шитья, но острые кончики. Очень удобно ими обрезать. Где-то подлезть в такие места, где обрезать можно аккуратненько. Мои любимые ножницы. Вот такая красота у меня получается. И теперь я зажигалочкой немножко вот так подпалю. Здесь, если не подпалится, надо будет обрезать, потому что у меня фетр такой толстенький. И вот так я делаю. Здесь, конечно, придется обрезать поближе к бусинкам, чтобы не было. Вот так. И теперь надо приложить на кожу, обрисовать, вырезать кожу и приклеить. Здесь я не буду никаких картонок приклеивать, потому что это не нужно. Это наброшки я делаю всегда. Обвела я по контуру ручкой серебряной. И теперь надо обрезать. И теперь нужно приклеить. Хорошо я смазываю клеем. Не до конца, не до краев, потому что там будет проходить игла через фетр и кожу. Она может не пройти, когда много клея. Ну и здесь немножко. И теперь приклеиваем. И даю подсохнуть немножко. И потом, где-то, если будет выходить кожа, я обрежу ее, например, вот здесь. И теперь мне нужно будет обшить. И каким бисером? Наверное, все-таки я этим буду обшивать. Хотела желтым, но он немного выбивается из цвета такого, он ярковатый. Думаю, может быть, все-таки обшить темным под бронзу цвет у меня есть. Это чешский бисер, вот такой номер. Так как здесь будет у меня еще бейл крепиться. Сейчас я сначала обошью бисером, а потом уже покажу, как я буду крепить бейлик. Закрепила я ниточку на фетре между кожей. И теперь мне нужно набрать бисер. Здесь будет верх и бейлик. Прикроет, и соединения может и не видно быть. В этом бисере, вот в этом номере именно, идет микс, мне кажется, бисера. Здесь несколько цветов. И я буду отсюда выбирать бисер под бронзу. Берем бисер и провожу. И теперь мне нужно снизу в бисерок пройти. Бисер становится ребром. Вот так. Так, я, наверное, бисер сюда. С этой стороны мне удобно брать. Набираю бисер и иголочкой прохожу. И снизу в бисер. Это я показываю, кто не знает, как это делать. Набираем бисер. И снизу в бисер проводим иглу. Подтягиваем. И вот так укладывается у нас бисер. Белая ниточка, конечно. Я сейчас подумаю, может быть, поменять нитку. Спрятала я леску. Я решила леской обшивать. Мононить или леска берется. У меня вот такая рыболовная леска. Я ей часто обшиваю бисером, потому что ее не видно между бисеринками. Беру бисер и проводим вот так. Может путаться, но потихонечку, аккуратненько. И снизу в бисер ввожу и подтягиваем. Бисер укладывается вот так ребром, и не видно лески.
Очень удобно. Это кто не знает, как обшить. Конечно, у меня есть мастер-классы, как обшить бисером. И вот так подтягиваем. И все. И теперь я по кругу это обошью и вернусь к вам. Ну вот, кулончик мой готовый. Вот так получилось. Выглядит неплохо, на мой взгляд. Даже красиво получилось. И теперь мне нужно прикрепить филигрань, которая будет мне играть роль в виде бейла. Здесь у меня будет проходить 2 ряда бусин. И здесь отверстие становится прям в дырочку филиграни. Здесь аккуратненько ложится на кожу красиво. Пригодился мне этот пинцет. Сделать дырочку на коже. Очень удобно проткнуть, чтобы иголочка проходила хорошо. Аккуратно пальчик не проткнуть. И с этой стороны теперь мне нужно сделать прокол. И все, мне тогда будет удобно проводить иглу. Беру я иглу с ниточкой. Ниточку я продела 2 раза, то есть вдвойне будет нить у меня. И прохожу в это отверстие, которое я проколола. И прячу узелок в этом отверстии. Теперь надо мне провести иглу в это отверстие. Здесь я буду крепить через филигрань. Игла у меня должна пройти в отверстие. Вывожу с этой стороны иглу. И здесь я, наверное, прикреплю бусинку желтую. Сейчас посмотрю. Может быть, поставить ее вот так лучше. Но бисер потом может не пройти в бисер еще раз. Ниточка, если я поставлю сверху бусинки бисер, мне же надо пройти несколько раз, закрепить. И если я поставлю бусинку торцом, я тогда смогу пройти 2 ряда. Попробую так. Провела я 3 раза ниточку. И теперь у меня закрепилось все аккуратно. Прочно стоит бейлик. И теперь я еще вот так решила ниточку провести вокруг вот этой петельки, которую я сделала. Провожу иглу и по кругу закрепляю. И потом я обрежу горелкой ниточку, и ее видно не будет. Провожу под филигрань. Несколько раз так сделаю, и будет крепко все держаться. Видно вам, да? Вот так. Можно еще раз пройти. Вот так становится бейлик. Посмотрите, как красиво получилось. Напишите, понравилась вам такая идея с филигранью. И теперь я думаю, что проводить, тросик или мемори проволоку. Когда я начинала, я думала, будет у меня здесь проходить тросик ювелирный. А теперь я задумалась, может быть, это посадить все на мемори проволоку и сделать 2 ряда мемори проволоку. Вот теперь я подумаю, наверное, надену бусины на мемори проволоку и посмотрю, как это будет выглядеть. Я думаю, скорее всего, на мемори проволоке я и оставлю. Будет красиво. Украшение мое готово. Давайте посмотрим, что же у меня получилось. Посмотрите, как заиграли эти бусины. Когда я их получила, они были на ниточке и такие неказистые, да? Но в украшении они теперь совсем по-другому смотрятся, и тем более с такой фурнитурой цвета бат бронзу. Очень хорошо выглядят. Сделала я 2-рядное украшение, так как позволяли бусины у меня. Здесь у меня колечко двойное, потом вот такое ажурное колечко, удлиняющая цепочка с сердечком. И черных бусин добавила, так как здесь у меня в кулоне есть черного цвета бисер, хорошо подходит. Ну и здесь вкрапление черного цвета в бусинках. И мне понравилось вот это решение с таким бейлом из филиграни. Интересно получилось, на мой взгляд. Напишите мне, понравилось вам или нет такое решение. И в этот раз я работала инструментом новым, который я купила. Очень все понравилось. И особенно вот этот
пинцет с таким острым кончиком. Я нашла такой инструмент на Алиэкспресс, продается отдельно, не в наборе. И я оставлю вам ссылочку на этот пинцет. Все ссылочки, какие у меня здесь возможно, я оставлю вам под видео. Вдруг вам понадобится что-то. Ну а если вам понравилось мое украшение, мое видео, напишите мне, пожалуйста, мне интересно ваше мнение. Поставьте мне пальчики, будет очень приятно. Ну а кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!